Сразу маленькое отступление. Я связала вот такие две сумочки из шнура клевер 3 миллиметра, но один шнур оказался плотнее другого, поэтому размеры у них немножко будут разные, и вы внимательно посмотрите сначала мой урок, а потом приступайте к вязанию. Если вы хотите скорость моего ролика сделать меньше или больше, вот здесь в углу экрана есть колесик, и вы можете настроить скорость, которая для вас удобна. А теперь смотрим мой урок. Добрый день, друзья мои! Сегодня мы свяжем вот такую сумочку. Очень легко и быстро вяжется, и не очень большой расход пряжи. И самое, что интересное, тут фактически нет никакой фурнитуры. Вы, конечно, можете вместо вязаного ремешка сделать любой другой. Из фурнитуры здесь только вот такая магнитная кнопочка. Вот такая пришивная. И можно в качестве декора пришить пуговку или сделать пуговку как застежку. Вязала я из такого лимитированного шнура клевер. Вот у меня есть обложечка от этого шнура. Ушло у меня вот меньше, чем 2 мотка. Один моток целый, и вот столько еще осталось от второго моточка. 190 грамм, длина 100 метров в мотке. И буду я вязать тоже из клевера, только вот из такого, не было этикеточек. И тот шнур 3 миллиметра, только мне кажется, что вот это даже немножко тоньше, а может и нет. Нет, одинаковые. Вы можете взять любой другой полиэфирный шнур или хлопковый. У меня вот этот без сердечника. Я думаю, даже если будете вязать сердечником, ничего страшного. Можно попробовать вязать и из трикотажной пряжи. Думаю, отлично будет смотреться, если на лето, и из рафии. Сумочка вяжется очень легко. Сейчас покажу, какая она внутри. Донышко у нас будет круглое. Вот, донышко круглое, поэтому она будет очень вместительная. Вот так она застегивается. Я думаю, что ее можно даже как и поясную, если меньше сделать, а можно даже и такого размера. Сейчас вам скажу, какая она по размеру. Так, донышко получилось 16 сантиметров. И высоту, если вот от этого, как вот у нас переход был к стеночке, высота 18 сантиметров. И вот я измерила ремешок. Ремешок у меня вот где-то 102 сантиметра. Ну, помните, да, что ремешок вы вяжете под ваш размер. Вязать я буду крючком 4 номер, 4 миллиметра. Вы меня часто спрашиваете, что мне за крючки. Это крючки фирмы Гамма. Итак, начинаем наш урок. Начинаем с кольца амигуруми. Вытягиваем петлю и делаем 2 воздушные петли. Будем вязать столбиком с одним накидом, поэтому вот этот столбик мы уже будем считать как первый. Всего нам нужно связать 12 столбиков. Значит, вот этот столбик мы уже считаем. Вяжем второй. Сейчас несколько покажу, и дальше 12 вы уже сами будете вязать. Третий. Очень такой красивый цвет, терракотовый, наверное. Думаю, очень красивая сумка тоже получится. Так, вот я провязала 4 столбика, всего вяжем 12. Вот я уже провязала 10, 11, 12.
Сейчас проверим. Так, вот этот первый мы тоже считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затягиваем наше кольцо. Потом еще потуже покажу вам, как затянуть. И получается вот такое колечко. Это наш первый ряд. Я вам сейчас покажу схему круга, по которой мы будем вязать. И вы можете вязать столько рядов, сколько вы хотите. То есть количество рядов зависит, от них зависит размер вашей сумки. Если вы свяжете меньше рядов, сумочка будет меньше размера. Больше, значит, размер будет больше. Сейчас я покажу, как мы будем соединять ряды. Один из способов соединения столбиков с одним накидом. Мне он очень понравился. Так, вытягиваем петельку за заднюю стеночку. И провязываем ее. Теперь в самую первую, вот в эту петлю, провязываем столбик без накида и подъемную еще одну петельку. Вот у нас получился один столбик. Если вы посмотрите на схему круга, то следующий ряд мы будем вязать по 2 столбика. Значит, мы сюда вяжем еще один столбик. В каждую, вот в эту петлю мы будем вязать по 2 столбика. Вот я 2 провязала, в следующую вяжу опять 2. И так продолжаем до конца круга. В каждую петельку по 2 столбика. Так, дальше продолжаем самостоятельно до конца ряда. Провязываю последние 2 петли вот сюда. У нас получилось на 12 петель больше, чем в первом круге, и так будет с каждым кругом. Так. И соединяем точно так же, как я вам показывала. Между первыми столбиками выводим нашу петельку, петлю подъема. Следующую провязываем столбик без накида и еще одну петлю. Это получился наш первый столбик уже 3-го ряда. Сейчас мы немножко еще затянем наше колечко, чтобы нам не мешал этот шнур, и его отрежем. Для этого я взяла крючок поменьше, вот 3, и вдоль первого ряда вытягиваем хвостик, только именно вдоль первого ряда. Что-то там зацепилось. И вот так постепенно затягиваем. Сколько у вас получится затянуть, столько протягивайте этот хвостик. И тогда это отверстие станет еще меньше. Вот вдоль всего круга. Я еще немножко попробую затянуть и посмотрим, какое отверстие у меня получится. Ну вот, я думаю, достаточно. Обрезаем. И можно чуть-чуть
подпалить зажигалкой, чтобы он не распустился. Только, пожалуйста, берегите ваши пальчики, потому что шнур горячий. Вот при таком соединении, которое мы делаем, с обратной стороны у нас будет виден вот такой немножко шовчик. Но нам важно, чтобы вот с этой стороны было аккуратно и ничего не видно переходы. Поэтому мне нравится это соединение. В середине сумки все равно вот этот шовчик не будет виден, а если вы еще сделаете подкладку, тогда и тем более не будет виден. Итак, продолжаем дальше вязать. По схеме круга сейчас мы чередуем 2 столбика в одну петлю и 1 столбик. 2, 1, 2, 1. В эту провязываем 2. 1 у нас уже был. В следующую петлю провязываем 1 столбик. Следующую 2. Считайте внимательно, потому что если собьетесь, ваш круг не будет идеально ровным. Следующую 1 столбик. И так продолжаем чередовать до конца 3-го ряда. Заканчиваю следующий круг, провязываю 2 столбика, и последний 1. Мы начинали с 2, чередовали 1, 2, 1, 2, и поэтому мы здесь должны закончить 1 столбиком. Так. Соединяем. Соединять мы всегда будем одним и тем же способом. И провязываем первый наш столбик. Сейчас следующий круг, смотрим на схему, мы будем вязать 1, 1 столбик, 2 столбика, 1, 1, 2. 2 по одному. В следующую петлю 2 вместе. Сюда 2 вместе, дальше 2 по одному. Так. И 2 по одному. И так чередуем опять до конца ряда. Следующий вяжем 2 вместе столбика. Так, заканчиваю этот круг. Вот здесь мы по одному столбику вязали, значит, вот здесь мы заканчиваем. Вот здесь у меня тоже 2 по одному. И между ними 2 в одну петлю. Раз, два. Соединяем. Я уже понимаю, что этот шнур все-таки толще, чем вот этот. Я вижу по размеру вот этих вот рядов. Поэтому я думаю, что здесь мы рядов свяжем меньше, чем в этой сумочке, потому что я не хочу, чтобы она была очень большая. Ну, сейчас по ходу посмотрим. Так, соединяем. Так, следующий круг. Мы вяжем сюда 2 столбика.
И дальше вяжем 3 по одному. Раз, два, три по одному столбику. Два. Три. Ну, я уже не буду повторяться, я думаю, понятно, да, как мы чередуем. Дальше вяжем 2 столбика, 3, 2, 3, 2, 3 и так до конца. Заканчиваю, это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 ряд. Вот я связала 2, сейчас я вяжу 3 по одной. Раз, два, третий столбик, и я остановлюсь именно вязать донышко, потому что я посмотрела, оно у меня уже получилось такое же, как в этой сумочке. Хотя в этой сумочке на 1 ряд больше я вязала. Все-таки этот шнур толще. Вот, видите? Поэтому, если у вас шнур тоненький, тоньше, как вот этот, можете продолжать дальше круг вязать по схеме. Я сейчас это донышко отпарю. Вот оно немножко такое у нас неровненькое. И уже перейду вязать вот этот вот узор на стеночке. Вот я отпарила кружочек, разутюжила его, он стал ровненький. Аккуратненько только, пожалуйста, через тряпочку. Утюжок я обычно на 2 ставлю с 2 сторон. Я даже под пресс его не ставила, здесь нет смысла нам ставить под пресс. И давайте на всякий случай, чтобы потом не было вопросов, посмотрим, сколько он получился сантиметров. Вот, 17. Это тоже у меня 17, но здесь, видите, на круг больше. Так, где? Ну вот, тут даже немножко и меньше получается. Вот, где-то 16. Так, неправильно. Вот так вот. Ну да, тоже 17 сантиметров. Вот, поэтому больше я вязать не буду и продолжаем дальше. Дальше все будет очень легко. Мы уже не будем делать никаких прибавок. Соединяем ряд точно так же, как все предыдущие. Так. Если вы знаете другие способы соединения, то, конечно, вы можете соединять так, как вам больше нравится, потому что способов очень много, и сейчас мастера показывают очень много разных соединений, поэтому здесь роли, в принципе, не играет. Так, соединили. Теперь вот будем сейчас вот сюда вязать. Точно такой же столбик, делаем накид, только провязываем вот сюда. Так. Дальше пропускаем, только не вот здесь, где мы вязали, а вот следующую, вот эту пустую петельку. И в следующую вяжем такой же столбик с накидом. Делаем накид и опять на одну петлю возвращаемся и сюда провязываем. И вот они такими, как крестиками получаются. Вяжем дальше. Сейчас вот эту будем пропускать, сюда вяжем. Главное, не вот эту считайте, да, потому что здесь мы ее провязывали, а вот которая пустая, вот эта петля. Пропускаем, вяжем столбик.
И возвращаемся на одну назад и провязываем туда тоже столбик с накидом. Вот и все. Так вяжем до конца ряда. Я вам покажу, как мы перейдем на следующий ряд. В принципе, точно так же. И будем уже вязать такую высоту, какая вам, девочки, нравится. Поэтому вот так дальше продолжаем вязать до конца круга. Так, заканчиваю я первый ряд уже стенки, никаких прибавок я не делала, и сумочка сейчас будет постепенно подниматься вот так вверх. Вот здесь начинала я первый столбик, вот одну петлю пропускаю, сюда вяжу. Так. И возвращаемся на одну назад. Так, теперь соединяем опять все точно так же. Провязали столбик, возвращаемся на одну назад. Так, в этом ряду вот мы возвращаемся вот в эту петлю. И дальше вяжем одну, пропускаем, следующую вяжем. Так. И продолжаем дальше до конца. Так, покажу еще раз, как я заканчиваю ряд и перехожу на следующий. Так, одну пропускаем, сюда вяжем. Одну назад. Все, наш узор идет ровно вот эти перекрестные столбики друг над дружкой. И дальше так продолжаем. И в следующем ролике я уже скажу, сколько у меня получится рядов. Потому что эта сумочка немножко идет у меня не так, как эта. Так, соединила. Вот сюда назад. Все, и дальше продолжаем уже, как я вам показывала. И в следующем ролике посмотрим, какая у меня получится высота в этой сумочке, сколько у меня получится рядов. Так, сумочка наша растет. У меня получилось 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В этой сумочке, ну здесь мы будем вязать еще вот один ряд, просто столбиком с одним накидом. А здесь у меня получилось, так, где у нас тут первый ряд? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Все-таки вот этот шнур немножко плотнее, потому что вот они уже почти одного размера, да, вот тут вот ряд нам еще один провязать. Но здесь наряд получается меньше. Но вы, если хотите сумочку выше, то, пожалуйста, вяжите столько рядов, сколько вам нравится. Итак, мы продолжаем дальше. Нам еще остался один ряд. Переходим на следующий ряд. Также точно так же соединяем. И сейчас будем вязать
в каждую петлю просто столбик с одним накидом. В каждую петельку уже не нужно нам крестиком не вязать. Так, и продолжаем до конца ряда. И на этом основу сумочки мы уже закончим. Кто хочет, то вяжет еще выше. Все, продолжаем так до конца ряда в каждую петельку. Так, довязываю ряд. И еще одну петлю, один столбик. И у меня, кстати, закончился моток. Вот сколько осталось. То есть на основу ушло 100 метров. Но, кстати, вот на эту основу у меня чуть-чуть больше моточка ушло. Поэтому тут не угадаешь. Так, отрезаем наш шнур. Вытягиваем. Аккуратно соединим, сделаем красивую петлю. Так. Кто не знает, чуть-чуть помедленнее показываю. Вот получилась такая петелька. И теперь с обратной стороны, сейчас я возьму иглу, можно и крючком, и спрячем вдоль стеночки шнур. Вот я взяла иглу, здесь я шнур немножко подпалила, чтобы он не сыпался. И сейчас его аккуратненько спрячу. Вдоль последнего рядочка. Ну, тут уже не принципиально важно. Главное, его нужно спрятать. И потом я обрежу и тоже немножечко его подпалю. Так, поэтому пока прячем вдоль, потом я его обрежу. Так, обрезаю. И немножко нужно подпалить, чтобы он... Только аккуратненько, пожалуйста, ваши пальчики. Все, можно еще там его спрятать. Потом аккуратненько спрячу. И наша основа готова. И сейчас будем вязать крышечку. Так, сейчас нам нужно связать полукруг. Полукруг – это половина нашего круга. И схема будет такая же, только мы вяжем половину. Если мы здесь набирали 12 петель, столбиков с одним накидом, то сейчас мы опять делаем кольцо амигуруми и провязываем 6 столбиков. Первый вот этот мы тоже считаем, который вот с воздушной петелькой. И дальше вяжем 5 столбиков с накидом. Это у нас получается 2, 2, 3 и вяжем еще 3. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. И у нас уже получился вот такой полукруг. Делаем 2 петли подъема, перевернули, и теперь в каждое отверстие мы вяжем по 2 столбика, как и по схеме круга.
Значит, сюда мы вяжем второй столбик. Вот, получилось 2. В следующее вяжем опять 2. То у нас должно получиться 12 столбиков. И вяжем так до конца по 2 столбика. Я провязала 8. Теперь нам нужно вот сюда 2 провязать и вот в эту угловую. Вяжем сюда 2. Вы, главное, считайте, и тогда не запутаетесь. Так, это 10 столбик. И вот в эту угловую еще 2. Раз. Два. И так получилось 12 столбиков. Переходим на следующий ряд. Раз, два. Время круга мы будем чередовать. Вяжу сначала 2, потом 1, 2, 1, 2, 1. 2 столбика. Один столбик. Два столбика. Следующий 1. И так чередуем до конца. В каждом ряду должно становиться на 6 столбиков больше. Вот остается у меня еще провязать сюда 2 столбика и 1. 2. И 1 столбик. Переходим на следующий ряд. Так. И вспоминаем схему круга. Сейчас мы вяжем по одному столбику, потом 2, по одному 2. Так, один у нас столбик есть. Сюда тоже 1. В следующий вяжем 2. И так продолжаем дальше. 1, 1. Так, вот я и ошиблась. Сюда 2 вместе. А потом 2 по одному. По одному, по одному 2, по одному 2 и чередуем до конца. Так, я вот провязала 2 вместе. Теперь 1. Еще 1 столбик. И в угловую провяжем 2. Вот сюда провязываем 2. Обязательно пересчитывайте, то есть в этом полукруге у нас должно 24 получиться, да? То есть с каждым прибавляем 6, чтобы вы не сбились. Провязали. И переходим на следующий ряд. Так, 2 петли, перевернули. Сейчас мы вяжем 2 в одну и 3 по одной.
Вяжем сюда 2 столбика. И дальше вяжем 3 по одному. Раз, два, три. И так чередуем 2 через 3 до конца. Так, довязываю этот полукруг, провязала 2 и сюда вяжу 3. 3 по одной. Раз, два, и 3. Вот уже какой. Ничего страшного, что он у нас кривенький. Мы его отпарим потом. Уже растет наш полукруг. Переходим на следующий ряд. И теперь вяжем 2 по одной, по одному столбику. Вспоминаем, как вязали этот круг. Раз, два. Сюда мы вяжем расширение 2 столбика. И теперь вяжем 4 по одному. Вяжем 4 по одному, потом 2 вместе, 4 по одному, 2 вместе и до конца. И закончить мы должны, как и здесь, 2 по одному столбику. Значит, дальше продолжаем 4 столбика по одному. Так, заканчиваю очередной ряд. Вот я провязала 4 столбика по одному. Сейчас вяжу 2 вместе. И, как вы помните, мы начинали с 2 столбиков по одному и также и заканчиваем. Вот сюда мы сейчас 1 провяжем и 2. 1. И 2. Так, накид. Смотрим. Вот наша крышечка по размеру уже подходит. Сейчас мы здесь еще 1 ряд провяжем, который потом, за который будем пришивать. И что у меня получилось? Опять на 1 ряд у меня в этой сумочке меньше, чем в этой. Так что еще, если вы вяжете более тонким шнуром, можете еще провязать 1 ряд по схеме круга. То есть дальше вы будете начинать 5 по одному столбику, потом 2. И так чередуете. Если вы вяжете вообще еще больше размер, то, соответственно, та ширина сумочки должна соответствовать вашему полукругу. Ну, это вы уже посмотрите по схеме круга, думаю, разберетесь. И сейчас мы провяжем еще 1 ряд. Вот я вам покажу на этой сумке. Вот он, просто столбиками без накида, чтобы выровнять вот этот наш край. Я здесь сделаю 1 петлю подъема. И дальше вяжем между рядами, вот этими нашими, по одному столбику без накида. И наш край станет более ровный. Так, продолжаем. Так, вяжем дальше. Сейчас дойдем до серединки. Вот я дошла до серединки. Затягиваем хорошо наш вот этот полукруг.
Вяжем дальше. И сейчас этот шнур мы вяжем. Вот этот, что у нас остался, мы его просто ввязываем. И вяжем до конца ряда. Вот я его там прячу. Так, заканчиваем. Последнюю. Все, край обвязали. Сейчас мы отрежем шнур. Ну, вот где-то как длину, как 2 раза нашей крышечки, потому что мы пришивать будем сейчас. Ну, пусть где-то вот так вот. Думаю, где-то полметра. Отрезали. Немножечко сразу я подпалю, чтобы он не крошился. И вытягиваем. Сейчас отпарим ее. Если вам нужно, можно немножко под прессом подержать. И начнем тогда пришивать крышечку. Так, вот я отпарила и немножко даже на часик поставила под пресс. Такая ровная получилась крышка. Берем нашу основу, смотрим, где был шов. Надо, чтобы он был с обратной стороны посередине. Вот это будет лицевая часть. И сейчас нам нужно пришить вот так крышечку. И вот так будет смотреться с лицевой стороны. Можете отмерить маркером, чтобы было посередине. Я вот примерно уже себе отметила. Вот иголочку я уже продела шнур в иголку. И начинаем пришивать, в принципе, произвольно, как вам больше нравится, как вам удобно. Я вам покажу, как я пришиваю. Вот уж что, а шить я, конечно, не очень люблю. Но приходится. Все, и вот так. Сейчас покажу с обратной стороны. Аккуратненько. Вот вдоль вот этого ряда пришиваем крышечку. Сейчас еще пару стежков покажу. Может, вы каким-то другим способом вам удобнее пришивать. Здесь не принципиально. Все, и вот такими вот шовчиками я пришью крышечку, и нам останется связать ручку и кнопочку пришить. Так, я закончила, и знаете, мне 50 метров не хватило, смело отмеряйте метр. Вот где-то мне до сюда только хватило, и вот еще кусочек я пришлось дошивать. Все, я заканчиваю. Сейчас спрячу шнур и начнем вязать ремешок. Ремешок я тоже буду вязать столбиком с одним накидом. Можно, конечно, любым другим узором. Немножко, так, запуталась. Немножко оставляем шнур, чтобы потом мы могли пришить к сумочке. Толщину ремешка выбирайте, какая вам удобна. Так, я наберу 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Кстати, ремешок вот в этой
сумки у меня получился 105 сантиметров. Ну, а вы уже вяжете такой, какая длина под ваш рост вам нужна. Теперь начинаем вязать с третьей вот этой петли, делаем петлю подъема. Вот раз, два, пропускаем, провязываем столбик, провязываем следующий, еще один. И вот этот последний узелок я тоже провяжу. Накид. Так, еще один столбик. Делаем 2 петли подъема. Перевернули. Сейчас будем вязать вот во вторую петлю. Тоже столбик. Сейчас вам несколько рядов покажу. Вторую. И вот сюда вяжем еще один в уголочек. Так. Опять делаем 2 петли подъема. Переворачиваем. И теперь уже все время вяжем по этой схеме. Каждый ряд сначала во вторую петлю. Так, второй столбик. И обязательно провязываем вот в эту угловую. Тогда стеночки будут ровные в вашем ремешочке. Вот. Так, еще раз показываю. Раз, два. Во вторую петлю провязываем. В третью. И в боковую. Можете просто столбиками без накида вязать. Так, в боковую провязываем. И вяжу уже дальше ту высоту, ту длину ремешка, которая мне нужна. Тоже, видите, этот по петлям такой же, но чуть-чуть получается шире. Все, дальше продолжаем самостоятельно, и останется пришить ремешок и кнопочку. Ну вот, я довязала ремешок, я связала тоже 105 сантиметров. Сейчас обрежем, вытягиваю. И теперь с каждой стороны пришиваем точно так же, как крышечку пришивали с двух сторон. И останется пришить, у меня вот магнитная кнопочка пришивается, как обыкновенная пуговица. Можно пришивать, есть вот такая мононить. Не скажу, что она супер-пупер, конечно, прочная, но я ей иногда пользуюсь. Говорят, есть и по больше миллиметров, то есть она потолще. Или можно просто подобрать нитки в цвет шнура. Ну, конечно, можно и замочек, или пуговичку. Это, девочки, как вам уже нравится. Все, я тогда сейчас пришью кнопочку, ручку, и наша сумочка будет готова. Все, вторая сумочка готова. Кнопочку пришила. Вот я ее пришила. Видно, да? Просто как пуговку. И наш ремешок точно так же, как крышечку. Вот и все, сумочка готова. Кто, девочки, любит шить подкладочки, кому нравится с подкладочками, пожалуйста. Ну вот смотрите, шнур 3 миллиметра, 1 и 2, одного производителя, но все-таки они разные. И вот этот шнур получился плотнее. И смотрите, вот с двух моточков
вот этого шнура у меня осталось вот столько, а вот этот больше остался. Так что можно еще что-нибудь связать. Вот и все, урок наш подошел к концу. Пожалуйста, пишите мне, если что-то непонятно, и я жду ваши замечательные работы. Не забывайте делать красивые фотографии, и тогда они все попадут ко мне в Инстаграм. Всем хорошего дня, до свидания.